Выдох. О-хо-хо. Хорошо. Хрустелось. О. И снова здравствуйте, друзья, с вами Олег Алав Гудвин. И вот сейчас мы провели уже массаж. Тело достаточно покрасневшее, потеплело, да. Вот сейчас мы теперь мышцы разгорячили, размягчили. Проведем теперь приемы мануальной терапии, и мы похрустим. Так, начнем с общей практики, да. Просто старайся выдыхать. Я не буду говорить вдох, да, вдохнуть ты всегда успеешь. Я буду говорить выдох только. И на выдохе. Вот уже таз пошел. Ага. И еще раз. А потом перейдем к более частным случаям. Отлично. Вот КПС, крестцово-подвздошное сочленение. Мы его тоже так немножко пробьем. Терпимо, да? Да. Так, вот это вот пояснично-подвздошный сустав, он коротенький, вот такой вот 2 сантиметрика. Про него, к сожалению, тоже многие забывают. Он влияет на положение таза. У тебя немножко приподнят вот этот вот таз, да? Вот с этой стороны. Поэтому мы его можем чуть туда. Терпимо? Да. Вот немножко его теперь продергаем. О, как громко. На моем опыте доказано, что если бы я так не простучал, да, то меньше было бы хрустов вот этих, да. А так как бы реагирует сильнее. Так, и вот тут. Это тоже, кстати, ноу-хау от Олега Гудвина. Редко кто вот обращает внимание на эти косточки. Обычно просто вот так вот продергивают. К щипаниям нормально относишься? Да. Так, и наши пресловутые вот эти вот поперечно-реберные сочленения, да? Их тоже вот расслабим, растрясем. И можно прямо за них протрясти. Вот, расшатали. Теперь, ну, вот тут немножко эти косточки такие, да, их можно подровнять. Смотри, как мы сделаем. Мы подложим подушку, давай под таз. Так, вот прямо их немножко и поставим на место через палец. И аккуратно буду, поэтому это менее... Это безопаснее, чем когда молотком стучат. Ты, по-моему, ходил на молоток, да? Да. А так терпимо, да? Да. Вот так нормально. Иногда может в голову отдавать. Но ты, в принципе, молодой, все нормально, да? Да. А вот тут может в руку. Так, и вот теперь конкретные позвонки. Вот тут не больно? Нет. Все, отдыхай. Много отдало, да? Да нет, вроде никуда не отдало. Через свой палец, во-первых, чувствительность лучше, когда мы понимаем, что бьем именно в то место, куда надо. А во-вторых, он мягкий, через него мягче идет удар. Молоток я тоже использую, но в крайне редких случаях. Совсем редко. Это когда у человека большая холка, либо вот
таз слишком как-то завернут. Поэтому не пугайтесь такому грозному оружию, да. Все это делается через многослойный толщу тряпочек. Ну как, терпимо? Да? Вот, подготовили ударными техниками. После этого можно провести уже и манипуляцию мануальную с тазом. То есть берем его теперь, вот ножку расслабили, ягодицы тоже расслабляй, расслабляй и раз. Опускаем, опускаем. Так, выдох. И еще раз. А я, пожалуй, усилю воздействие своим весом. Еще. Лицом там нормально упираешься? Да. Так, выдох. Так, и при сколиозе нам надо будет вот в ту сторону продавливать. Давай руку сюда, а голову ко мне поверни. Вот прям сюда клади, вот так, вот так, вот так. Так вот. Угу. Правильно, выдыхай, выдыхай. Теперь руку клади на ухо, верхнее. Все, опускаем обе руки вниз со стола. И теперь шейный отдел. Так, что у нас тут? Угу. Вот этот позвонок влево повернут, этот вправо. Седьмой шейный вправо, первый грудной влево. Это частый случай такой, когда они в разные стороны. Сейчас мы вот так вот. Опа. И еще расслабляемся. И контрольно выстрел в голову. Оп. Контрольно это, конечно, шучу. На самом деле это мы атлант уже ставим. Теперь противоположную сторону. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Ага. Сам поудобнее не укладывайся. О, как хорошо. Еще чуть-чуть. Не-не, сами шевелись. Вот так расслабились. Ага. Все, подушку унимаем. Ложись теперь на локти, вставай на локти. Да, вот так вот. Так называемая поза сфинкса. Голову опускаем, расслабляйся. Вот они, эти позвонки, которые так тяжело встают на место. Просто расслабься. Угу. Поближе руки друг к другу. Локти, локти. Не под себя, а вот чуть вот так. Ага, голову опять опускай. И расслабились, расслабились. Вот такие легкие подхрусты идут. Так, и конкретно вот это место. Давай голову так боком. Ага, расслабляй, расслабляй, расслабляй. И тут главное не бойся. Выдох. Голова падает, падает. Раз. Ага, опускай голову. И седьмой позвонок отсюда. Угу. Все, голова падает, падает. Так, локти под себя чуть-чуть. Вот так, ага. И еще раз.
Все, ложись обратно. Так. В борьбе со сколиозом, соответственно, левосторонний, да, можно еще сделать вот так вот. Двигается вниз, руки вверх. Поднимаем руки вот так, не голову опускай, опускай, голову опускай. Вот так вот лежим. И хорошо, опускай. Так, и вернемся к тазу теперь. Вот эту ногу вот так вот, а сам двигайся ко мне сюда, к краю стола. Вот так. Опа. И теперь бедро. Так, не сопротивляйся. Колени здоровы у тебя? Вроде да. Вот так повыжимаем. Видите, как пятка поднимается, как бы пружинит. Не напрягайся. Еще отпускаем. Отпускаем ногу. Ты боишься вот из-за этого пальца, да? Да. Но я за него не касаюсь сейчас. Видишь, нормально? Угу. Просто расслабься. А может, как раз мы так хрустнем, что и функциональный блок с этого пальца снимется. Ну, там не знаю, что это было. Вот тут болит, да? Да. С детства, да? Ну, с лет 15. Так, ну это там неизвестно, да, тут надо рентген делать. Так не больно, да? О, это правка поперечного плоскостопия. Так, ну вот так тоже, думаю, будет. А еще расслабь. О. О. Нормально, не больно? Нет? И в другую сторону еще раз. Раз, расслабь, расслабь. Подсознание, оно страхуется, видишь, и сопротивляется. Угу. Выдергиваем пальчики. Вот так, наверное, больно, да? Да. Так тогда не будем делать. Побережем тебя. Угу. Опять вверх двигайся. Все, вот так вот, да. Так, какая нога длиннее-то? Вот это чуть длиннее. Вот так упирайся в нее, коленку. Ага. А это расслабляй. Отпускай, отпускай, отпускай. Здесь-то нету проблемного пальца, да? Здесь нормально? Да. О, как у тебя ходит тут все. Хорошо. Неожиданно, да? Да. Неожиданный хруст. В неожиданных местах, казалось бы. А что там должно хрустеть? А никто не знает. Но там на самом деле очень много косточек, которые могут быть смещены. Там вот, если посмотреть на скелет, да, и таранная кость. Вот как раз между пяткой и голенью. Берцовой костью, да. И ладьевидная, там и кубовидные какие-то там, у них много мелких таких, да, сочленений. Вот мы их как раз оставим на место.
От их положения зависит положение пятки. У некоторых людей бывает вывернута пятка. Или вообще косточка выпирает. Плоскостопие. Вот продольная, а вот тут поперечная. Опа. И раз. Раз. Расслабляй. Отпускай стопу, отпускай. Угу. Так, ну теперь поворачивайся спиной ко мне. Не, подожди. Сейчас я прощупаю. В какую сторону? Ну давай, да, вот на этот бок ложись, спиной ко мне. Повыше по столу двигайся, вот сюда, наверх. Выше. Да, эту ногу вверх тянем. Эту зацепись так за стол. Держи здесь. И руку назад. Голову тоже назад. И смотри внимательно. Вот на вот это сочленение, да? Косово-подвздошное. У нас закон действует такой у эзотериков. Куда обращаем внимание, там и происходит результат, реакция. Вот как раз на него мы и воздействуем. Хорошо. Хрустелось. Хорошо, да? Ага. Было. Оба. Так, теперь... Да, теперь на другой бок. Но здесь мы на подушку ляжем. Под таз. Вот так вот. Ага. Эту ногу вверх. Это вот так. Угу. Лежи пока. Так, эти позвонки. Раз. А теперь обе ноги вместе. Угу. Нет, подушку давай вытащим. Сколиоз — это сложная проблема. Тем более, когда позвонки остистые, да, они вот так вот все в разнобой. Тут к ним подход нужен разносторонний. Многих я смотрю, делают всем одно и то же, одинаково, да. На самом деле одинаково не получится. Вот тут тебе надо вот эти, например, вниз опустить. Доберем, вот смотрите, как поворачивается таз сразу. Вот был человек вот так, да, вот видно линия таза. Только я загнул, вот с той стороны расширилась. Весь смысл в том, чтобы нам надо дать движение позвонков, вот он смещенный, да, остеоатросик мы пощупали, дать ход, чтобы прошел в обратную сторону, надо с этой стороны расширить. Вот мы за таз его раздвинули с той стороны, да, появилось вакантное место, и туда продавливаем за остистые отростки вниз. Так вот. Раз. Ну, вообще приемов очень много. Более... Давай еще пока лежит. Более 128 насчитывается, да? Многие какие-то копируют себя, стоя, сидя, лежа в разных позах. Поднимай ногу, прям. Нет, не напрягай таз не напрягай. Дальше не поднимаешь. Да? Растяжка заканчивается. Растяжка заканчивается. Да, растяжка нужна человеку. Вот, и всему я этому обучаю на своих тренингах по мануальной терапии, костоправству. Да. Вот от угла зависит туда, куда мы воздействуем. Умозрительно, я вам говорил, да, куда я смотрю сейчас в тазобедренный сустав. Вот на него воздействую. Теперь косово-подвздошный сустав, он вот так находится. Вот теперь на него воздействую. Теперь пояснично-подвздошный сустав, вот так находится. Теперь на него воздействую. Видите, а визуально это всего лишь меняется несколько углов направления ноги. И чтобы подойти нам к вот этим самым мощным нашим костям, тазовым и тазобедренным, да, нам надо мышцы со всех сторон растянуть. Вот мы по кругу, вокруг всего сустава, и растягиваем их.
чуть-чуть было, да? Ну да. И обратно по столу сползай наверх. Про коленку мы забыли. Так. В интернете также много смотрю там западных, американских чиропрактиков или хиропрактиков. В основном все делают как-то подход такой неглубокий, всем одно и то же. И мне даже пишут оттуда, так скажем, местные люди, да, что у нас либо вообще нет таких специалистов, либо к ним приходишь, они делают буквально 10 минут там все процедуры. И, соответственно, удивляются, что у нас у русских такое большое разнообразие и техника. Так, какая нога, вот эта длиннее. И садись на попу. Сейчас немножко протестируем. Ноги прямые, прямые, прямые. Ага. Вот, выровнялись, ложись. Вот, это ходит туда-сюда, значит, ее мы будем тянуть. Вот тут делаем упор. Нога прямая, а это расслабленная. Да, отходит. Чувствуешь, как ходит, да? Положи сюда руку, прям почувствуй. Я и так чувствую. Чувствуешь, да, там? Такое ощущение странное. Как будто бы нога, как у Буратино, сейчас рвется. Да. Мощные самурайские техники от Олега Лафа Гудвина. Ос. Аригеримэнкото. Канзумас. Немножко и японского стиля добавим. Дальше не гнется, да? А вот так гнется. Опа. Двигайся обратно. Наверх. Так, вот теперь смотрим эти косточки. Так, они ровнее стали. Здесь. Ну вот, что я требовалось доказать. Посмотрите теперь по вот этим косточкам лодыжки. Видите, сверху, да. Видите, они выровнялись на одном уровне. И сразу сюда вот смотрите на пятки. Сверху, сверху. Вот пятки тоже выровнялись. Ну, тут иногда большие пальцы тоже. Но вот большие пальцы тоже вот выровнялись. Иногда бывает один длиннее из-за того, что стопа не на месте. Вот так и пяточку тебе поставим на место. Почувствовал? Вот, а ты боялся. Вот даже чуть-чуть тебе на 2 миллиметра с запасом сделал, чтобы как можно дольше проходил ровным. Поясничную подвздошную мышцу проверим. Держи ногу на весу. Держи, держи. Вот так. Держу. Я давлю вниз, ты сопротивляйся. Да, за стол можешь придерживаться. Все, отлично. Работает. Здесь держи. Так, нормально работает. Так, грудные мышцы. Тут не больно? Нет. Нормально, да? Немножко ребро тут выпирает. Так, сколесить себе вот в эту сторону, значит мы вот в эту сторону будем давить. На вдохе вдох. Сопротивляйся, дави на меня, как бы грудной клеткой. Вот так, да. Вдох. Еще раз вдох. Напрягай на меня. Дави, дави, дави. Ребрами. Ага. Выдох.
так вот. И вот здесь вот еще вдох. Выдох. Ой, Хо-хо-хо. хрустнуло, да? Что-то хрустнуло. Приходи в себя, сейчас отляжет. Нормально? Все, да? Ну, по своим ощущениям, как? Нормально? Да? В этом хрустнуло. Спереди или сзади хрустнуло? Ну, как ты спереди и сзади. И сзади тоже, да? Так, давай теперь руки накрест. А, нет, за голову, за голову. Вот так хватайся. За шею даже, за шею. Ну, ниже, 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 вот так, ниже. Руки. Ага, вот сюда. И выдох. Теперь за затылок держусь. Ага, и выдох. Теперь накрест. Вот так вот. И на тот бок заваливайся. Не, пока боком вот так ложись просто чуть-чуть. Чтобы я нащупал проблемное место. Вот тут вот ложись. Угу. Голову в эту сторону. Руку вот сюда. Туда поворачивай. И еще. Нормально, распрямляй. Подвижный сустав. О-хо-хо. А. Это мы выдернули нерв, да, может быть, и не менее, там на пару секунд, но сейчас тоже пройдет. По каким пальцам пошло? По этим или по вот этим? Вот этим. По вот этим, да? Да. Вот, это C7, эти два пальца. Это грудной отдел уже, D1, да? А это C6, шейный отдел. Вот, значит, мы их и подвинули, они были как раз выдернуты вот сюда. Угу. Тройной заход пальца. Тройной заход чака. Здесь полегче, да? Да. Все любят хруст. Из моих клиентов тоже многие делятся. Некоторые прям любят, чтобы похрустели. Хлебом не корми, дай похрустеть хоть чем-нибудь. А другие осторожничают, говорят, все что угодно делать, только не хрусти, только не хрусти. Ну, сколько людей, столько мнений, в принципе, да? Особенно врачей тоже, если послушать. И в интернете, и так. Очень много разных мнений. И как минимум два противоположных обязательно есть. То так нельзя делать, то так нельзя, то так наоборот нужно делать. Я скажу так, что всему виной индивидуальный подход. Надо понимать, насколько работают суставы у человека, возраст его, да. Может быть, даже там гормональный фон какой-то, да, и тогда начинаешь понимать, кое-что можно одним делать, а другим нельзя. То есть ко всем подход индивидуальный, персональный. Так, лежи, лежи. Мы сейчас тебя еще шею подправим. Сейчас сначала прощупаем. Угу. Ну, там мы уже
той стороны, в принципе, все поставили на место. Так, вот тут справа не болит? Нет. Нормально, да? Ну, тогда декомпрессируем тебя за шею, полностью весь позвоночник. Спускайся вниз. Знаешь как, давай еще ниже, чтобы зацепиться коленками за стол. Тут зацепиться коленками за стол, значит, ты просто по столу поползешь. А мы применим в этот раз не тряпочку, не ремень, а специальную петлю. Петля Глиссона называется. Может, видели, слышали там в Да, интернете? конечно. Часто про нее. Одеваем на голову. Вот так вот через верхнюю скулу. Это безопасно, так что не бойся. Главное, чтобы нигде не жало. Не жмет? Ну, нет вроде. Нормально. Угу. Держись коленками, спускайся пониже туда. Ага, держись там и... О, как? Нормально. Нормально. Ну, я думаю, этого достаточно. Для шеи, да? Да. Давай тогда садись теперь ко мне спиной, туда лицом. Так, мы попробуем все-таки шею поставить на место. Так вот. Сюда подвинься до коленок. Вот так вот, да, чтобы держался за стол. Сам расслабляйся. Голова висит, вот так вот висит. Свободненько. Ага, расслабленно, расслабленно. Так, и вот здесь давай руки на голову, за голову, да. Наклоняйся к ключицам подбородком. Руки вот так. Угу. Падай на меня. Еще раз. Не, плечи не поднимай, расслабься. Немножко больновато, да? Да не особо. Угу. Опа. Опа. Теперь выше руки. Большие пальцы вот так. Теперь переходим к верхнему отделу позвоночника и на меня так. Казалось бы, чему там хрустеть, да? Но все равно подхрустываем, да? Да. Так, хорошо. Теперь садись вот сюда спиной. Ноги в разные стороны, как на коня. Так, вот теперь твой сколиоз будем делать вот так. Не ближе ко мне, ближе. Угу. Рука. Вот это. Ага. Голова расслаблена, вторая рука висит, все висит. Угу. И теперь рука за голову. Вот так, голову на меня поворачивай. Угу. Так, ну-ка нагнись чуть-чуть вперед, чтобы прощупать. Угу. И мы падаем вперед. Падаем вот так, я тебя ловлю. Падаем, ловлю, падаем. Опа, опа. Все. Распрямился. Как будто шест проглотил. Да. Все, достаточно. Вытянули. Нормально было? Выше стал, мне кажется. На сантиметр точно. Ну, это точно. Да, мощно, как всегда. Все интересно. Yes. Yes. С вами был ОБХС. Олег Алавгудин меня зовут. Если что, подписывайтесь на наш канал. И Тимур Докторов. Ставьте лайки.